Ты никогда не справишься со всеми запланированными делами. Никогда не воплотишь своих потрясающих идей. Никогда не сможешь прочитать какую-то книгу, которую уже давно хочешь прочитать на досуге. Почему? Потому что у тебя нет досуга. Для досуга необходимо свободное время, которого у тебя постоянно нет. Как научиться управлять собственным временем и повысить личную эффективность? Обсудим в этом видео. С вами Анна, вы на канале Эволюция личности. Поехали! Как часто вы ловите себя на мысли о том, что не успели сделать всего, что запланировали на день? И как часто вы испытываете стресс от вечной погони за ускользающим временем? Итак, обо всем по порядку. В первую очередь вы должны осознать, что у вас всегда будет больше дел, чем вы сможете сделать. Закон принудительной эффективности гласит: времени никогда не хватит на все, но его хватит, чтобы сделать самое важное. Перестать испытывать стресс вы сможете лишь тогда, когда поймете и примете это. Что нам нужно сделать? Нам нужно научить выделять важные дела и избавляться от неважных. Прокрастинируйте неважные дела. Праздная болтовня, чашечка кофе и просмотр соцсетей. Все, что отвлекает вас от важных дел. Вам необходимо в первую очередь выстроить приоритеты. Что для вас имеет наибольшую ценность и что поможет вам достигнуть успеха. Вы наверняка когда-нибудь слышали о законе Паретто 80/20. Если нет, то вкратце я вам сейчас расскажу. Закон Паретто был назван в честь экономиста и социолога Вильфреда Паретто. Он установил, что 20% усилий дают 80% результата, в то время как 80% усилий дают лишь 20% результата. То есть смотрите, если вы еще не поняли, до конца, что это такое, я вам объясню на примере, который, наверное, каждый поймет. Смотрите, у вас в гардеробе есть 20% одежды, которую вы носите 80% времени, то есть на повседневку. И также у вас есть 80% одежды, которую вы надеваете 20% времени, только по праздникам или по каким-то там торжествам. Как мы можем применить этот принцип на личной эффективности? Смотрите, у вас есть, допустим, 10 дел на день. Вы должны их сделать. Но, скорее всего, все вы не успеете сделать. Так вот, вам нужно сосредоточить 80% своих усилий и своего времени на выполнение двух самых важных задач. И оставшиеся 20% времени распределить между маловажными. Способность сосредоточиться на самом важном деле и довести его до конца – это очень крутая способность, которая приведет вас к успеху. Многозадачность тут не работает. Многие люди считают, что многозадачность – это что-то такое сверхкрутое, что поможет тебе выполнить все дела на день. Нет, не поможет. Более того, она мешает. Вы когда-нибудь замечали, что вы ходите на улицу и забываете, а выключила ли я утюг? Это происходит от того, что вы распылили свое внимание на других делах, но не были сосредоточены на том, когда выключали утюг. Зачастую многозадачность, она наоборот, превращает нашу жизнь в страдание и в вечное «я ничего не успеваю». Далее что у нас? Марк Твен однажды сказал, что если с самого утра съесть лягушку, то остаток дня обещает быть чудесным, потому что все худшее уже позади. Кто такая эта лягушка? Лягушка – это наши самые важные и противные дела, которые мы отлагаем до последнего, прокрастинируем и совершенно не хотим выполнять. Если мы возьмем и проглотим эту лягушку с самого утра, то потом нам уже не придется этого делать. И, соответственно, следующая часть дня будет просто потрясающей. Плюс у вас еще будет огромное чувство удовлетворения собой, что вы сделали это дело сразу, не отлагали
и у вас все уже готовенькое лежит, да? Да, конечно, это неприятно, это очень-очень не хочется выполнять, но если мы себя пересилим, заставим, то потом мы ощутим это чувство легкости, спокойствия за завтрашний день, скажем так. И постепенно вы выработаете отличную привычку. Старайтесь прогнозировать, как выполнение или невыполнение задачи отразится на вашем будущем. Что вы получите, если вы сделаете эту задачу, и чего вы лишитесь, если вы ее не сделаете. Все успешные люди умеют отказывать себе в сиюминутных удовольствиях ради будущей награды. И именно поэтому они умеют быть эффективными. Планирование. Как планирование нам может помочь? Для того, чтобы с утра мозг был готов к выполнению этой самой сложной задачи, вы должны его подготовить. Перед сном сядьте, распишите план на следующий день, выстроив все дела по приоритетам. От самых важных до самых ничтожных, назовем их так. И далее вы ложитесь спокойной душой спать. За ночь мозг обработает нужную информацию, и вам с утра легче будет приступить к выполнению вашей сложной работы, к поеданию вашей лягушки. Хочу процитировать слова Алана Лакейна. Планирование переносит будущее в настоящее и позволяет вам сделать с ним что-нибудь прямо сейчас. Каждая минута, потраченная на планирование, может сэкономить вам до 10 минут вашего времени. Чем четче и лучше ваш план, тем легче вам будет приступить к самой работе. Возможно, вам знакомо правило 6П. Правильное предварительное планирование предотвращает падение продуктивности. Если знакомо, не забывайте его. Если не знакомо, запишите. Это правило просто золотое для достижения личной эффективности. Еще одно из важнейших правил личной эффективности относительно планирования звучит следующим образом. Потратив первые 10% времени на планирование и организацию предстоящего дела, вы сможете сэкономить до 90% на его выполнение. Из этого правила вытекает следующее. Нам нужно составить план, конечно же, и организовать рабочее место. Подготовить сразу все, взять необходимые бумаги, ручки, карандаши, все, что вам потребуется. Если вы в процессе работы отвлечетесь, пойдете за чем-то, то учтите, что потом вашему мозгу потребуется до 15 минут для того, чтобы обратно влиться в процесс. А это, соответственно, увеличит время, затраченное на эту работу. Также хочу посоветовать вам, старайтесь всегда поддерживать порядок в рабочей зоне. Это нам необходимо для позитивного настроя во время работы. Так, основные моменты, в принципе, мы обсудили. То есть выполнение важных задач в первую очередь, в первой половине дня и планирование. Многим людям кажется, что под давлением сроков они справляются с задачей лучше. Однако многочисленные исследования в этой области показали, что это вовсе не так. Под давлением сроков вы начинаете ощущать стресс, а это приводит к ошибкам. Может быть, вы и сами замечали, что когда вы торопитесь, делаете что-то в попыхах, то вы что-то либо забудете, либо опечатаетесь, сделаете какую-то ошибку, и вся ваша работа может, как правило, на балл, на 2 снизиться от этого. Так что это еще одна весомая причина для того, чтобы делать все важные дела в первой половине дня. Еще что мы можем сделать для высвобождения этой великой удивительной энергии личной эффективности, назовем ее так. Научитесь говорить «нет». Если вы уже умеете это делать, то вы крутой человек. Если не умеете, то у вас все получится. Я в вас верю. Когда нас отвлекают наши коллеги, наши домочадцы, да, иногда происходит такое, что мы поддаемся на эти отвлечения.
И у нас происходит внутренний конфликт, что я хочу заняться делом, но я вынужден сейчас быть здесь. И вы разрываетесь. Научитесь расставлять приоритеты, что для вас наиболее важно. Умение отказывать – это очень важный навык на пути к успеху. Ну и еще один совет. Постоянно напоминайте себе о причинах вашей мотивации. Чем обусловлено ваше стремление выполнить эту задачу? Почему вы должны ее сделать? Что будет хорошего, если вы ее выполните? И что будет плохого, если вы ее не выполните? Не забывайте об этом. Ну и, конечно, помните, что если вы научитесь управлять своим временем, то вы научитесь управлять своей жизнью. Подписывайтесь, ставьте лайки, если это видео было полезным для вас. С вами была Анна. До новых встреч. Пока.